Всем привет! Долго-долго мы наносили полы в своем новом офисе Логово Декора. Пол мы наносили микроцементом. Также я еще напомню, что мы не особо профи по микроцементу и по полам. Мы больше имеем опыта по декоративным штукатуркам на акриловой или известковой основе, а по микроцементу мы не супер профи. Но мы сделали себе пол, и мы для вас это видео смонтировали. Также мы сделали вывод, что когда снимаешь пол, ничего ладом не видно, поэтому будем показывать на образце. Использовать мы будем микроцемент, наносить мы будем его кельмой, колеровать будем аппаратным пигментом. Микроцемент — это сухая смесь, и вы его можете получить только в сухом виде, не колерованном, а пигмент отдельно наливается, на каждое ведро дозируется, и мы будем так колеровать. Кельму я буду использовать вот такую STM Decor. Также я буду пользоваться лентой. Мы заклеиваем себе места, где не хотим запачкать. Вы в своем случае тоже можете заклеить, ну, например, плинтус там, да, или еще что-то. Ну, то есть можно пользоваться вот такой лентой. Мы ее на место клеим, где будет в последующем этикетка. Ну, то есть описание образца. Ну, что мы делаем? У вас стяжка на полу. Если что, кто имеет большой опыт, поправляйте в комментариях, пишите. Мы это все адекватно воспринимаем, показываем то, что мы делали. Может быть, мы где-то делали неправильно, мы не против выслушать ваше мнение. У вас стяжка на полу, значит, вы ее грунтуете, она у вас должна такая быть хорошо прогрунтована, загрунтовали. Микроцемент разводится, наливается небольшое количество воды. Сразу большой таз разводить не нужно, потому что он может высохнуть, и вы не успеете сделать. Пол наш был 100 квадратных метров, и он у нас был прям с переходами. То есть где-то высыхали участки, потом мы соседний участок наносили сразу же там с нахлестами, вот с этими. И я сейчас покажу, как мы выходили из положения. В принципе, внешний вид получился такой неплохой достаточно. Наливаем воду в емкость. Уже в воду мы насыпаем микроцемент. Вот такой беленький сухой. Насыпаем. До удобной консистенции разводим, чтобы было удобно наносить не слишком густо, но и не жидко, чтобы могла получиться фактура, прятались какие-то дефекты на полу, возможно. И потом уже вот эту вот перемешанную смесь мы будем колеровать. Уже в перемешанный микроцемент мы будем добавлять колер. Мало, жидко. Вот теперь уже густота будет достаточная, я считаю. Перемешиваем, чтобы не было комочков. У меня здесь капелька черного аппаратного пигмента. Капелька. Я вот эту капельку сюда перемешиваю. Пусть он будет серый. Если вы у нас заказываете микроцемент, то мы дозируем вам пигмент на ведро. То есть там будет, например, на 15 килограмм. Ну все, я считаю, что цвет достаточно. Светлый серый. Эта кельма удобна для меня, потому что маленькая, удобная для женской руки как раз. А если для пола, то, конечно, размер лучше бы побольше. То есть есть специальные такие кельмы для полов, для микроцемента. Они гораздо больше размером, чем махать вот такой малюськой. Ну, нам здесь так удобно будет. Значит, вот, переживаем и наносим. Мы наносим слой. Видно, да, что где-то не промешано? Смотрите, первый слой, он не несет в себе какого-то смысла особого. Но вот таких вот нахлестов, наплывов оставлять не нужно. Старайтесь примерно рукой двигать хаотично, как-то вот так. Я сейчас постараюсь максимально повторить
то, как мы наносили на полу у себя в офисе. То есть у нас оставались вот такие рваные участки. Вот так прямо оставались. И вот это вот, видите, тут нахлёст такой, он у нас оставался. Мы эти участки, если наносит один человек, то 100 квадратных метров сделать, ну, не знаю, мне кажется, это нереально, а может и реально, но это, по крайней мере, трудно точно. Мы наносили вот такими участками, оставляли сохнуть, потом приходили на следующий день, продолжали следующий участок, и вот мы прямо это с вами повторим. Пусть сохнет. Сейчас нанесем слой вот так, и пусть он сохнет. Вот такими движениями. И все, пусть сохнет. Сейчас он подсохнет, мы продолжим вот здесь. Представим себе, что мы наносим пол. Вот это вот мы нанесли вчера, а сейчас мы вернулись, и нам нужно продолжать. Вот соединить эти два участка. И прямо вот так и соединяем. Захлестываем прямо на него. И не боимся. В дальнейшем мы покажем, как это исправить. Ну, вернее, не исправить, а как это увести в плюс. Это у нас первый слой. Вот такой вот страшненький. Получился переход безобразнейший. Ну ладно. Исправимся со вторым слоем. Ждем высыхания и продолжим нанесение. И продолжаем нанесение. Смотрите, как мы будем поступать с вами. Мы с вами накладываем снова на кельму микроцемент и наносим второй слой. Предварительно, кстати, после первого слоя можно снова загрунтовать. Можно это сделать, лишним не будет. Наносим. Подсыхает уже у меня. Густовато сделала. Так. Также хаотично руку вправо-влево, вправо-влево. И вот у нас здесь перехлест есть, да, такой наплыв. Мы прям по нему наносим. Видите, второй слой гуще получился у меня. И, соответственно, уже по-другому идет. Вот так оставляем. Вот так же было трудно и на полу. Немножко оставляем фактуру чуть-чуть. Не выглаживайте прямо вот до
до гладкого состояния не нужно. Пусть будет немного фактура. Сейчас мы оставим здесь переход, потому что у нас ведь тоже 100 квадратных метров второго слоя, правильно? Вот прям так и наносили, представляете? И боялись, и думали, что у нас получится. А получилось, в принципе, ничего. Даже люди заходят и говорят, о, что-то красивое. Оставляем подсыхать. И точно так же соединяемся. То есть вот у нас, допустим, нанесено второй слой, а здесь у нас только первый. И наносим сюда второй слой. Смотрите, как можно здесь соединять. Сейчас посмотрим. Так. Наносим. И вот эти вот места, где идет сильный перехлест, можно водичкой вот так смачивать, я так предполагаю. Вот так немножко можно подмочить и пригладить, чтобы не было сильного наплыва, то есть ступеньки какой-то. Вот, видите, вот. И приглаживаем, наносим. И вообще, где, например, суховато, можно пользоваться водой. Пусть она рядышком будет. Вот таким вот образом соединяем эти участки между собой. И мы должны этому дать высохнуть. Пусть это будет сутки. А в промежутке еще между высыханием мы немножко пригладим вот ту часть, которую мы наносили вчера, якобы. Так, смотрите, вот эта часть, она у нас с вами полусырая, и можно вот эти вот верхушечки вот так кельмой поприглаживать, где вот прямо очень торчит, например. Как мы это делали на полу? Мы это так и делали на полу. Вот могут ведь написать, что, кстати, вот можно местами поправить, да, сейчас поправим. Напишут ведь обязательно, что это мы сейчас делаем на планшете, но не мы делали это на полу, и вы это видите прекрасно, что мы делали это на полу. Вот смотрите, можно поправить. Где-то слишком, например, впадина большая, и поправляете. Добавляете сюда. Кельмочкой приглаживаете излишние всякие наплывы. Одновременно приглаживая, вы видите, что где-то можно добавить. И добавляете. Берем микроцемент на кельму и добавляем. Например, вот здесь, да, можно добавить. Вот. Полностью дадим высохнуть. Видите, хорошо добавляется, хорошо исправляется. И становится поверхность более гладкая. А вот эти вот впадинки, они пусть и останутся.
Ждем полностью высыхания и продолжим. Еще 2 финишных подхода сделаем. 2. Я попробую объяснить. Ну, вот это вот все, предположим, у нас высохло. Я попробую объяснить, как зрительно убрать вот эти вот наплывы, которые у нас остаются. Если мы наносим часть пола, дальше она высыхает, у нас объем большой. Мы наносим на следующий день вторую часть. У нас вот эти вот остаются наплывы. И вот как убрать зрительно эти наплывы, можно вот таким образом. Мы специально оставляли рваный край. И по этому рваному краю мы теперь должны как-то растушевать цветом. Ну, например, просто колером. Он никуда не денется, но он не будет бросаться в глаза. То есть вот мы нанесем сейчас и чуть попозже растушуем. И смотрите дальше. Вот еще, да, у нас есть. И прямо по ним. Нам не нужна полоса вот такая явная. И можно немножко уйти вот так. Нам не нужна такая полоса, нам нужно растушевать. Каким-то образом, сейчас попробуем. Чистой стороной губки, например, немножко размазываем край, чтобы он у нас был... Так, водичка нам не помешает. Чтобы не было явной полосы, а чтобы он был такой, как бы, невзначай. Такой, сейчас. То есть мы ее так вот, видите, подрастушевываем, и у нас остается только полосочка. На объеме на полу вы видели, как это выглядит, это достаточно симпатично. Ну, если еще не видели, то значит сейчас увидите. Мы просто прячем зрительный переход, он никуда не делся, он у нас остался. Мы его зрительно уберем, и я еще предлагаю еще полностью покрыть, чтобы больше видна была фактура. Сейчас вот это вот сделаем. И теперь можно будет добавить полностью слегка. Смотрите, вот так. Можно это делать, а можно не делать. Роман на полу этого не делал. Больше видно фактуры, но не нужна механика здесь. То есть от губки вот этих полос быть не должно.
нас результат, а также он у нас на полах в нашем логове. Смотрим, ставим лайк, подписываемся на наш канал. И не забываем заказывать у нас декоративные штукатурки. У нас теплая доставка, организована, прямо сработана транспортная компания. Везут быстро, четко, все в целости и сохранности, и в тепле, и по доступной стоимости. Всем пока. И все.